Минуточку внимания, пожалуйста. Я Гермиона Грейнджер. А ты кто? Рубиус Хагрид, хранитель ключей и лесничий Хогвартса. Позвольте представить вам вашего нового учителя по защите от темных искусств. Меня. Вместе с вами мы устремимся в будущее. Не называй меня Нимфодорой. Я Малфой. Драко Малфой. Уизли! 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 Я Рита Скитер. Ну, вы, конечно же, меня знаете. Фред не он, а я! Я наведу здесь порядок. Профессор Снег. Профессор Люпин. Я бы предпочел сэр Николас, если вы не возражаете. Мерлинова борода! Но я же не волшебник, я Гарри. Просто Гарри. Создание мира Гарри Поттера, часть 2. Создание персонажей. Каждый из нас все детство ждал письмо из Хогвартса, а многие ждут его и по сей день. Но уже 7 февраля любой желающий может окунуться в волшебный мир в игре Хогвартс Легаси. И несмотря на то, что игра официально не продается в России, на сайте FunPay вы сможете найти десятки, реально десятки людей, которые помогут вам заполучить игру по максимально низкой цене. FunPay – это торговая площадка, где вы можете приобрести любые игры, аккаунты игр, внутриигровые предметы инвентаря и многое другое по очень низкой цене, так как среди продавцов есть хорошая конкуренция. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Средняя оценка сайта на Trustpilot 4,9 при 20 тысячах отзывов. Это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. Все сделки с продавцами безопасны, так как они получают ваши деньги только после того, как выполнят заказ. Лично у меня игра уже давно куплена и ждет своего часа. Так что и вы скорее прыгайте по ссылке в описании и экономьте на играх по максимуму. Причина, по которой я решил заняться фильмами о Гарри Поттере, это интересные персонажи. Я обожаю этих персонажей и чувствую с ними чуть ли не родственную связь. С каждым по-своему. Персонажи хорошо проработаны, они многомерны, непредсказуемы и забавны. Более того, их взаимоотношения и конфликты очень близки и понятны зрителям, так что они не оставят никого равнодушными. И это относится не только к главным героям Гарри, Рону и Гермионе, а еще и к второстепенным и даже третьестепенным персонажам. Они видели взлеты и падения друг друга и прошли через многое вместе. И когда мы делаем кино, мы в первую очередь смотрим на историю и персонажей. Это сердце, это душа фильма. У Гарри было худое лицо, острые коленки, черные волосы, ярко-зеленые глаза. Он носил круглые очки, перемотанные скотчем, из-за того, что Дадли все время бил его по носу. Единственное, что Гарри нравилось его собственной внешности, это тонкий шрам на лбу, напоминавший молнию. Шрам у него был, сколько он себя помнил, и первый вопрос, который он задал тете Петуне, был, откуда он взялся. «Ты получил его в автокатастрофе, когда погибли твои родители». Я всегда говорил, что Гарри не герой. Ну, в смысле, он герой истории, а не в том плане, что он какой-то всесильный супергерой. Он очень ранимый, хрупкий, невероятно напуганный. И он стремится преодолеть это. А также это история о крепкой дружбе, с помощью которой действительно можно свернуть горы. Не успел он поднять палочку, как дверь купе снова открылась. Это был тот же мальчик, потерявший жабу, но на этот раз с ним была девочка. На ней уже была новая хогвартская мантия. «Никто не видел жабу? Невилл потерял жабу», — сказала она начальственным тоном. У нее были густые волосы и довольно крупные зубы. Она так похожа на меня. Я имею в виду, что я тоже была той еще занудой. И я также была очень неуверенной, желая всем доказать обратное. И я тогда не пользовалась популярностью. Так что, по сути, я и была Гермионой. Раньше я на всех интервью говорила, мы совсем не похожи. Но на самом деле я боялась признать очевидное. Я никогда не была лучшей в классе и не читала кучи книг. Я всегда была полной противоположностью Гермионы.
Но вот моя мама как раз была именно такой. Настоящий ботан. Я только сейчас приняла это. Здравствуй, дорогой. Первый раз едешь в Хогвартс? Рон тоже. Она указала на младшего из своих сыновей. Он был высоким и тощим, с длинным носом и кучей веснушек. Да это же вообще не про меня. Особенно то, что высокий. Они взяли меня, потому что я рыжий. Джоан Роулинг попросила меня прочитать вам вот это. Посмотрев кинопробы Дэна Рэдклиффа, я поняла, что Крис Коламбус не мог бы найти лучшего Гарри. Я также рада, что у вас будут очень яркие Рон с Гермионой, которые ссорятся так, как будто делали это всю свою жизнь. Выбор Криса из 3 замечательных британских актеров на главные роли показывает, насколько хорошо он понимает дух этих книг. Я от всего сердца желаю Дэну, Эми и Руперту удачи. И надеюсь, что им будет нравиться играть эти роли так же сильно, как и мне нравилось про них писать. Я думаю, я лишь немного, совсем немного похож на Гарри. Потому что я бы тоже хотел сову. Дэн по своей сути действительно хороший человек. Именно таким и должен быть Гарри. У него есть доброта, которую невозможно описать, ее лишь можно почувствовать, глядя в его глаза. Когда мы снимали первый фильм, как только они оказались на съемочной площадке, все они были так вдохновлены, но в то же время их было трудно погрузить в их образы. Сцена 114, дубль 1 для камер А и Б. Дэн, когда ты откроешь книгу, мне нужна твоя бурная реакция. Ты должен испугаться до смерти и как можно скорее захлопнуть ее. Приготовились, и она прямо орёт. Ты должен, начать трястись от испуга. Приготовились и начали. Те ранние дни были отчасти съемками и отчасти уроками актерского мастерства. Мне приходилось буквально выжимать эмоции из этих детей. Беги, беги! Они не могли быть более зелеными. Я просто подумал, что плащ тоже нужно забрать. Простите. Дети сразу же сдружились, что не мудрено, ведь они плечом к плечу проходили этот нелегкий путь. Недостаток опыта, безусловно, сблизил их. Как раз поэтому у них была мотивация сделать все возможное, несмотря на их возраст. Затем ты наклоняешься к решетке и говоришь, никакого волшебства не существует, и резко закрываешь ее. А затем идешь к Дадли. Это была ответственная работа, потому что у каждого ребенка, который читал книги, было свое собственное представление о внешности персонажей, о том, как выглядит дом на Тисовой улице. И, естественно, невозможно угодить всем, но я хотел сделать все возможное, чтобы максимально соответствовать тому образу, который уже сформировался в головах большинства людей. А теперь, Ричард, сыграй как сказать? Я думаю, что многие актеры переживали, что образы их персонажей прилипнут к ним на всю оставшуюся жизнь. Глубокая проработка персонажей вызвала много сложностей. Ну то есть, Дамблдор бы так не поступил, Гарри бы так не сказал. И это тяжело ровно до тех пор, пока актеры полностью не погрузятся в этот мир. Как ты думаешь, кто вынес тебя из родительского дома в Хэллоуиновскую ночь 10 лет назад? Как ты думаешь, кто передал тебя Дамблдору? Готовясь к роли, я не мог подобрать референс среди работ других актеров, потому что мало кто играл великанов. Это как бы новая территория. Ну как вам школа прогуливается? Простите. И я подумал, что Хагрид должен двигаться довольно медленно, так как он ростом 2,5 метра и весит под 250 кило. И он должен очень аккуратно разворачиваться, так как в прошлый раз, когда он это делал, он, вероятно, кого-то убил. Поэтому он должен быть осторожным из-за боязни сломать вещи или людей. И очень-очень медленно садиться на стулья. А также очень аккуратно обниматься. Мне еще нужна палочка. Палочка? Это к Оливандеру. У него лучшие палочки. Актер должен использовать свое воображение, чтобы представить себе финальный результат и попасть в стиль произведения. И как только вы почувствовали, как работает этот вымышленный мир, я думаю, только тогда он перестает быть вымышленным и становится реальным. В своей работе я опираюсь на книги.
В них есть детали, которые не описаны в сценарии. Одним из самых простых навыков волшебника является искусство левитации. А в этой сцене даже в книге было слишком мало деталей, и мне пришлось их придумывать самостоятельно. Флитвик довольно маленького роста, он больше похож на какое-то сказочное существо, а значит, у него должен быть немного писклявый голос. Он стоит на куче книг, чтобы его было видно, и периодически падает с них. Значит, он должен быть немного неуклюжим и комичным. И вот из таких крупиц информации мне приходилось создавать полноценный, яркий образ. Однако, на правах директора, я присваиваю Гриффиндору еще 170 очков. Гарри Поттер — это проект, который не терпит промедлений. У нас не было много времени на подготовку к тайной комнате, потому что дети растут слишком быстро и в какой-то момент могут сильно перегнать свой книжный возраст. Таким образом, фильмы должны были сниматься один за другим непрерывно. Приготовились и начали. Ты думаешь, это правда? Что тайная комната в самом деле существует? Я была рада сниматься во второй части, потому что я уже гораздо лучше понимала съемочный процесс. Но если тайная комната действительно существует и была снова открыта, то значит... Наследник Слизерина вернулся в Хогвартс. Проблема в том, что... Простите, можно еще раз? Да, хорошо. Я уже лучше контролировала ситуацию. Снято. Ой, простите, я опять все запорола. Ну как же так? Продолжаем запись, давайте еще раз. Почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет лиловый. Вы не можете просто так взять и ввести в фильм нового невзрачного актера и поставить его рядом с великими актерами театра и кино. Для этого вам нужен еще один легендарный актер. И, наконец, Златопуст Локонс появился в их поле зрения. Он сидел за столом в окружении больших фотографий с изображением собственного лица. Все подмигивали собравшейся толпе, сверкая ослепительно белыми зубами. В этом кабинете вы каждый урок будете лицезреть воплощение ужаса, но не бойтесь, пока я рядом, вы в безопасности. Прошу вас подавлять свои крики. Это может их спровоцировать! Я был в полном восторге от исполнения этой роли. Локонс невероятно напыщенный персонаж. Он очень глубоко и сильно влюблен, правда, в самого себя. Он притворяется скромным. Он невероятно труслив. Он притворяется храбрым и сильным. Он родную мать продаст за полгалеона. Он притворяется добрым, но на самом деле Ужасно ненадежный. абсолютная фальшивка. И такого персонажа очень весело играть. Я победил кричащую банши отнюдь не улыбкой. В свой первый день я взглянул на список членов съемочной команды, ожидая увидеть там порядка 150 имен, как в других крупных фильмах. Но там было 1500 человек. Хотел бы я знать, на основе кого Джоан Роулинг создавала этого персонажа. Хотя многие скажут, что он в целом пародирует множество известных людей. Грубо говоря, он объект для насмешек. А иногда даже больше, чем нужно. Как думаете, он в порядке? Да какая разница? Дубль 6, камера Б! Приготовились и начали. Прочь с дороги, Поттер. Отец Драко, Люциус Малфой, делает эту историю своим появлением более темной, что ли. Мистер Малфой пересек магазин, лениво разглядывая выставленные предметы. Затем позвонил в колокольчик на прилавке, повернулся к сыну и сказал: «Руками ничего не трогай». «Что я тебе сказал?» Ничего не трогать. Именно. Прости, отец. Камера его любит, но, к сожалению, она любит его только в образах настоящих злодеев. У Джейсона отлично получаются такие театральные, что ли, образы, манерные, причем с некой карикатурностью. И мы недолго думали, кто должен сыграть персонажа с завышенным чувством собственного достоинства, который должен быть чересчур высокомерным и пренебрежительным. Моим главным делом было и всегда будет забота о благополучии этого почетного учреждения. И, конечно же, его учеников.
Я посмотрел первый фильм и увидел, какой же Драко ужасный мерзавец. Как и большинство зрителей, я презирал его и хотел освистать. И я начал прорабатывать свой образ, опираясь на него. Моей целью было вклиниться в повествование так, будто я был там всегда. И чтобы зрителям сразу стало понятно, в кого Драко такой засранец и с кого он берет пример. В отличие от некоторых, мой отец может позволить себе все самое лучшее. Семья Малфоев и Уизли – полные противоположности. Малфой – это символ порядка, структуры и правил. В то время как Уизли больше хиппи. Они представляют собой гораздо более единую семью. У нас слишком разные представления о том, что позорит имя волшебника Малфой. Это точно. Артур Уизли у меня такой, ну знаете, образцовый батя. И лишь спустя время я узнал от Джоан Роулинг, что он единственный настоящий отец в этом романе. Каким и должен быть настоящий семьянин. Единственный, кто транслирует здоровую модель семейных отношений. Твои сыновья летали на твоей развалюхе в Суррей сегодня ночью. Да ну? Ну и как вам она? То есть это был очень дурной поступок, возмутительно. Уизли — это семья, о которой мечтают все. Она, словно, знаете, образцовая семья из 50-х. Такая уютная, дружная, светлая, на которую людям приятно смотреть. Гарри всегда мечтал о настоящей семье, и, по сути, Уизли становится для него семьей. Их дом – это его дом. Не дворец, но живем. Это замечательный дом. А что если я, после того, как я сотворю этот Эмендо, как его там... В общем, давай я потом сделаю вот так. Что ты делаешь? Что ты... И хоть молодые актеры были неопытны, мы их поддерживали. И вообще этот фильм в первую очередь о них. Дэн, смотри на руку с ужасом. Я смотрю, с ним каждый день такое происходит. Они росли и как актеры, и как творческие личности в целом. И они радовались и впитывали знания прямо у меня на глазах. Так, дети, вы забыли главную вещь. После его заклинания все должны сделать так. Эмма, больше эмоций. Это твой друг, а не какой-то Вася. Эмендо! И тем не менее, во время просмотра фильма все равно создается ощущение, что это настоящая школа. В ней царит учебный дух. И все это во многом благодаря убедительному исполнению актерских ролей. Ее определенно убили проклятием. Похоже на трансмагрифианскую пытку. Я сам однажды столкнулся с этим в Уагадугу. Полная история в моей автобиографии. Иногда мы, взрослые актеры, можем все усложнять. Искать скрытый смысл в сценарии, которого там нет, или добавить что-то от себя, когда в этом нет никакой необходимости. А иногда самый простой подход, самый прямолинейный подход к исполнению роли является самым эффективным. И это то, чему можно поучиться у детей. Если режиссер скажет, беги туда и кричи, как раненая гиена. Или залезь на стол и кукарекай. Ребенок просто сделает это, потому что так сказал режиссер. Ребенок не будет думать, какова моя мотивация, почему я это делаю. Он просто сделает это. Он такой: да, я готов. Что делать? Куда бежать? Я готовился работать с детьми, понимая, что они гораздо менее опытнее меня. Моя последняя сцена в фильме была там, где Люциус выбегает из кабинета Дамблдора. И там не было никакой моей финальной реплики. И я сказал Коламбусу: ну не может такой человек уйти молча после того, как его унизили. И он сказал: хорошо, попробуй что-нибудь добавить. И вот мы пишем, Дамблдор поставил меня на место, я поворачиваюсь к Гарри и говорю: надеюсь, мистер Поттер всегда будет рядом, чтобы спасти нас. И тут Дэниел неожиданно выдал: Буду. Не переживайте. это было потрясающе. Он очень точно прочувствовал момент. И когда я вышел из кабинета, я подумал: это не ребенок, это 13-летний актер. В первом фильме я бы этого не сделал, но во втором я гораздо увереннее прилагал идеи, экспериментировал с разными вещами. И когда я попадал в определенную ситуацию в фильме, я думал, а как бы Гарри отреагировал на это? Я стремительно развился как личность. Да, все развились, особенно Руперт, Эмма и я. Отработав полгода, эти дети начали становиться опытными профессионалами. Раньше им требовалось 10-11 дублей, теперь же они справлялись всего за 3-4. Ой, да ладно тебе! Я не знал, что я могу говорить на парсилтанге. Чего еще я себе не знаю? Я думаю, даже взрослые развивались. Это была самая трудная роль, которую я когда-либо играл. Да начнется пир! Потому что у этого персонажа нет никакого классического референса, и я должен был проработать его самостоятельно.
Сволочи, работать меня заставили. В общем, я решил подобрать подходящий голос и уже отталкиваться от него. И самое главное... И обратите внимание, а также нужно было подобрать подходящий ритм. Это как в музыке. Коридор на 3-м этаже закрыт для всех, кто не хочет помереть. Мы с другими актерами сработались практически как театральная репертуарная труппа. И сейчас работать стало гораздо проще. Мы доверяем друг другу, мы отдыхаем вместе. Потрясающий коллектив. А еще полный соцпакет. Не наши умения показывают, кто мы есть на самом деле, а то, как мы их применяем. Мы подошли к монтажу второго фильма, и Ричард сильно заболел. И я решил навестить его в больнице. Выглядел он скверно. А врачи меня убеждали, да он поправится, он будет в порядке. А вот у меня не было такого ощущения. Я не верил им, потому что он был очень слаб. И последнее, что он сказал мне, было: «Даже не думай искать мне замену». А я такой: «Да не переживай, кем мы можем тебя заменить?» И это было последнее, что мы сказали друг другу, а через 2 недели его не стало. Это была большая потеря. Мы потеряли великого актера, мы потеряли хорошего человека. В конечном итоге мы потеряли профессора Дамблдора. Он всегда был очень добр ко мне. Мне нравилось сниматься с ним, он постоянно помогал мне. Для меня его смерть была шоком. Я тогда впервые столкнулся со смертью человека, с которым был лично знаком. Дэн был гораздо ближе к Ричарду, чем я. Но я все равно проработала с ним целых 2 года. И я не могла поверить, что это произошло. Ричард всегда казался таким живым. Я знаю, это может звучать странно, но он всегда был таким бодрым, всегда смеялся, шутил. И складывалось ощущение, что он будет жить вечно. Ты произносишь люмус максима, это не срабатывает. Ты немного расстраиваешься, пробуешь еще раз, в этот раз заклинание срабатывает, образуется гигантская вспышка. Но должен ли я отыграть, что я перечитал инструкцию и понял, как надо? Нет, ты ее уже хорошо знаешь. Тут дело больше в практике? Нет, дело в завышенных ожиданиях. Когда ты много от себя требуешь, ничего не работает. Хорошо. Ну знаешь, когда... Да, я понял, да, о чем я? Крис Коламбус подготовил потрясающую почву по созданию волшебного мира для будущих режиссеров. Нам всем очень повезло, что Крис принимал такие замечательные решения. Но в предыдущих 2 фильмах были моменты, которые я бы сделал совершенно по-другому. Работать с Альфонсо было замечательно. Магия срабатывает только если она исходит из твоего сердца. Ты как бы превращаешь собственную энергию в заклинание. Понял? Понял. Работая с ним, мы сделали большой шаг вперед, потому что его стиль требовал новых навыков. Сцена 2А, дубль 6. Люмус максима. Вкл, выкл, Люмус максима. вкл, выкл. Люмус максима. В самом начале своей работы я решил узнать получше как о волшебном мире, так и о 3 главных героях. А кто знает героев лучше, чем актеры, которые их играют? Так, ребят, нам надо точно рассчитать хронометраж в кадре. Я сказал им, каждый из вас должен написать сочинение от лица своего героя. Ты за Гарри, ты за Рона, а ты за Гермиону. И я хочу, чтобы в этом сочинении вы рассказали о себе с точки зрения своих персонажей, вкладывая в рассказ свой личный опыт, свои личные эмоции и то, как вы чувствуете этих персонажей. Его очень интересовало, что все мы думаем о своих персонажах. И это был такой способ познакомиться с нами. К счастью, во время съемок я часто записывала свои мысли о Гермионе, и я часто перечитывала книги, чтобы убедиться, что составляю верное представление о моем персонаже. И мне понравилось, что Куарон предложил так оригинально подойти к проработке моей роли. Это был тот момент, когда мы поняли, так, вот сейчас мы должны начать принимать серьезные решения самостоятельно.
Потому что Альфонсо не собирался рассказывать, какие эмоции мы должны испытывать. Он хотел, чтобы мы поняли это сами. И это было правильное решение. Это раньше Коламбус все делал за нас, а с появлением Альфонсо нам пора было становиться взрослее. Эмма настрочила около 30 страниц мемуаров. Она пришла с целой стопкой исписанной макулатуры. Это было крайне педантичное сочинение. Я же расписал один лист А4. Дэн особо не напрягался, расписал как умел. Руперт же, будучи Роном, не написал ничего. Вообще, это было интересное и важное задание, только я забыл его сделать. У меня в тот момент было очень много всяких забот. Знаете, что мне сказал? Рон бы никогда не написал это сочинение. И я такой, хорошо, ты прекрасно понял характер своего персонажа. Мы просто сделали то, что сделали бы наши персонажи. Получается, мы отлично все справились с заданием. А как мне взять этих хорьков? А как ты хочешь? Может быть... Покажи, как ты хочешь. Можешь взять по отдельности. Давайте я этих закину на плечи, а в эту руку возьму остальных. Как только дети начали обретать уверенность в себе, они стали подвергать сомнению все, что я делал. А почему мы должны делать это вот так и все в этом духе? Как думаете, я должна морщиться? В смысле морщиться? Может, потому что на моих плечах мертвые хорьки? Я понял, что я тут новичок. Они долгое время были Гарри, Роном и Гермионой. Я уже в этом плане не котировался. И не мне им рассказывать, как должны вести себя Гарри, Рон и Гермиона. Альфонсо хотел, чтобы мы вложили в своих персонажей что-то от себя. Привет. Я сказал, давайте выясним, что органично для вас. Здрасте. И при этом вписывается в органику вашего персонажа. В самом начале я попросил их надеть школьную форму. Все сразу застегнулись как ботаны. И я говорю, а теперь представьте, что ваших родителей нет рядом. Он сказал, чтобы мы носили форму не как положено, а как бы мы на самом деле ее носили. И тут они начали делать странные вещи со своими галстуками, расправлять рубашки, подворачивать рукава, сборить одежду. Мы начали носить слизеринские кольца, слизеринские зажимы для галстуков. И прически были в значительной степени продиктованы самими детьми. Мы хотели создать ощущение, что это настоящие ученики настоящей школы, а не какие-то роботы. Человек продолжает жить, но уже без души. Просто как оболочка. Он дал нам сценарий и сказал, если вы чувствуете, что ваши реплики звучат неестественно, то мы можем их изменить. Пустая оболочка. Ну, если ты чувствуешь, что это надо добавить в конце, то давай так и сделаем. Именно так я и... А хорошо, все, вы зафиксировали. Мне понравилось, что Куарон сделал акцент на взрослении детей и привил им чувство бунта, что ли. Это уже не та детская сказка, что была раньше. В этом фильме Гермиона творит настоящий рок-н-ролл и рушит все стереотипы о девочках-зубрилах. Ах ты мерзкий, злобный! Малфой глумится над гиппогрифом, и вместо того, чтобы пройти мимо, как раньше, она не выдерживает и прописывает ему в таблоид. Я помню, как различные агентства начали звонить и предлагать своих актеров на роль Дамблдора. Я помню, в каком состоянии был продюсер Дэвид Хейман, крестный сын покойного Ричарда Харриса. Он сказал, давайте как можно быстрее примем это решение. Ему тяжело было присутствовать на кастинге, и я его прекрасно понимал. Да и времени у нас уже не было. Вот-вот начнутся съемки, и когда мы все же провели кастинг, мы очень быстро поняли, что новым Дамблдором должен стать Майкл Гэмбон. Поздравляю всех с новым учебным годом! Обычно люди парятся, что о них думают другие. А Майку было на это наплевать. Ему нравилось быть озорным дедулей. На любой пресс-конференции, где его спрашивали, что вы чувствуете, вставая на место Ричарда Харриса, он делал вид, что не знает, что заменяет кого-то. Он отвечал, о, вы меня спрашиваете? То, что Майкл Гэмбон принес в фильмы, является чем-то особенным. И я думаю, он признателен Ричарду за то, что тот подарил Дамблдору немного ирландский стиль. Но он опять же во многом сделал персонажа по-своему. Мы должны обыскать территорию. Тогда уж вам надо обыскать все небо, министр. Вы как хотите, а я лучше пойду выпью чайку. А лучше бренди, грамм 300. Мы решили, что предыдущий образ Дамблдора немного далек от того, каким он написан в книгах. Ричард Харрис его сделал слишком аристократичным, что ли, а Майкл Гэмбон добавил в этот образ немного придурцы, которой так не хватало. Он мог казаться немного потрепанным и немного рассеянным, но на самом деле он полностью отдавал себе отчет. И при этом контролировал все остальные процессы. И я считаю, что Майкл шикарно попал в каноничный образ.
Так, еще раз. Опять я все реплики перепутал. Этот Дамблдор наиболее соответствует тому, каким его описала Роулинг. Мудрый, эксцентричный, с огоньком в глазах. Да, он никогда не заменит Ричарда. Вместо этого он играет Дамблдора Майкла Гэмбона. Дорогая леди, кто так напугал вас? Это он, директор! То, о ком все говорят! Он где-то здесь, в замке! Сириус Блэк! Только не говори мне, что ты никогда не слышал о Сириусе Блэке. Он убийца. На протяжении большей части фильма именно он является главным злодеем и представляет большую опасность. Но потом происходит сюжетный поворот, и мы понимаем, что на самом деле Сириус Блэк всегда был хорошим парнем, и более того, он собирается стать новым отцом для Гарри. Поэтому нам нужен был актер, который смог бы сыграть не только две разные роли, но и сыграть переход между этими ипостасями. Гэри Олдман – идеальный Сириус Блэк. Есть в Гэри нечто рок-н-ролльное. Он только появился в истории, а такое чувство, что он там был всегда. И все это в таком, в хорошем смысле, бунтарском стиле. Весь мир читал эти книги. И я не хотел, чтобы зрители меня так же ненавидели, как все в волшебном мире ненавидят Сириуса Блэка, в том смысле, что я не хотел никого разочаровывать. Гарри сказал, что это один из самых сложных его персонажей, потому что он привык, так сказать, надевать чужие маски. А тут он говорит: я играю практически самого себя. Это мой голос. Я не делаю чужой голос, я лишь немного адаптирую свой. Потому что я уже и так эмоционально близок к этому персонажу. И мне не надо играть какого-то другого человека. И тут он больше всего имел в виду непростые отношения со своими собственными детьми. И вы можете заметить, как он перенес эту ситуацию на их общение с Гарри Поттером. Первый человек, с которым я осознанно боялся работать, это, конечно же, был Гэри Олдман. К тому моменту я уже лучше разбирался в кино и драматургии, и смотрел множество фильмов с ним. Поэтому работать с ним было очень страшно. Как жестоко, что я провел так много времени с Джеймсом и Лили, а ты так мало. Мой персонаж относится к Гарри как к взрослому человеку и порой забывает, что это сын его лучшего друга, а не он сам. Потому что Гарри невероятно похож на Джеймса. И Сириус как бы так и не отпустил Джеймса. Но знаешь, те, кто любит нас, всегда остаются с нами. Так что я играю человека, эмоционально застрявшего в прошлом, во временах Первого Ордена Феникса. Когда я читал в книге воспоминания о родителях Гарри, я обнаружил, что Джеймс был довольно крутым парнем. В юности Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю были теми еще хулиганами. Прям банда. У Альфонса была идея, что мы должны быть неким олицетворением группы Битлз, только в волшебном мире, такие своего рода рок-звезды. И этот Сириус был немного безрассуден, что ли, чтобы зрители подсознательно восприняли его как Джона Леннона из Битлов. Так, Сириус, видок у тебя потрепанный. Плоть отражает скрытое безумие, да? Ну, ты-то получше меня знаешь это, да, Римус? Люпин был еще одним новым персонажем в «Узнике Азкабана». Ридикулус! Было много споров, кто его должен сыграть. Никто так не волновался на съемках, как Дэвид Тьюлис. Он вечно был в ступоре. И вид у него всегда был такой, будто он что-то забыл. Кошмар, бедный Дэвид. Да ничего такого, не переживай. Ничего такого. По сути, трансформация Люпина была противоположной трансформации Сириуса Блэка. То есть, если Сириус превратился из очень опасного преступника в самого дружелюбного для Гарри человека, то Люпин как раз-таки совершает обратное превращение. Бегите, глупцы! Сейчас же! Сначала вы видите самого дружелюбного персонажа, полного доброты, заботы и понимания, а потом вы понимаете, что он опаснейшее чудовище.
И, видя Люпина таким, вы не осуждаете его, потому что понимаете, что в глубине души это все еще тот добрейший человек. Гарри описывает Люпина как своего любимого учителя, что не мудрено, ведь он был полностью списан с любимого учителя Джоан Роулинг. Так что, создавая этот образ, я опирался на своих любимых учителей английского, рисования и актерского мастерства, которые в свое время взяли меня под свое крыло. В «Узнике Азкабана» большинство сцен у меня только с Дэном. Общаясь с ним, я обнаружил, что он замечательный человек. И поэтому мне было легко отыграть привязанность к нему на съемочной площадке и быть для него наставником. Раз, два, три, четыре, вперед! Riddikulus! Шарик сдувается, 3, 2, раз. И, по сути, Гарри не был ребенком, который тусуется с оборотнем. Он будто бы зависал со своим любимым дядей, у которого была тяжелая болезнь. То есть эти подтексты с оборотнями, дементорами и прочим на самом деле хорошо проецируются на реальную жизнь. Молодец, Гарри! Так держать! Еще один новый персонаж, появившийся в «Узнике Азкабана», это профессор Трелони. Эту роль сыграла Эмма Томпсон. Сегодня тот, кто предал своих друзей, чье сердце гниет от убийства, вырвется на свободу. Когда я работала над персонажем, первая фишка, которая пришла мне в голову, был потусторонний взгляд. Я смотрела сквозь пространство расфокусированными глазами. И когда человек устремлен куда-то туда, он не замечает, что творится у него под носом, что и стало прекрасным дополнением к рассеянному и комичному образу Трелони. Куда подевались все мои пуговицы? Они же были здесь. Начали. То, как Эмма передала образ Трелони, было прекрасно. И знаете, в книге Трелони все время говорит таинственным шепотом. И я такой, не знаю, как это реализовать чисто технически, чтобы не было брака, но давай попробуем. И тут она выдает некий баланс между шепотом и криком. Созерцание будущего в хрустальном шаре требует раскрытия внутреннего ока. Забавно, что Эмма Томпсон многому научила Эмму Уотсон. Вы такая юная леди, но сердце, что бьется у вас в груди, такое сморщенное, прям как у старой девы. Эмма была в восторге от того, что ей предстояло работать с Эммой Томпсон. Она уже тогда считала ее гением и предвкушала встречу. А та оказалась вполне приземленным и скромным человеком, который заботился о том, чтобы всем на съемочной площадке было комфортно. Я любила Эмму Томпсон. Она относилась ко всем с одинаковым уровнем уважения. И если я продолжу сниматься, на что я надеюсь, я хочу быть такой же прекрасной актрисой, когда вырасту. Как бы я хотела сниматься с вами подольше. Нет. Но это правда было великолепно. Всем большое спасибо. Мне очень понравилось с вами работать. Между третьим и четвертым фильмами был большой перерыв. Это было, словно мы уехали из Хогвартса на каникулы. И как ни парадоксально, я очень соскучился по школе и ребятам, с которыми я так сблизился за предыдущие 3 фильма. Мы как будто вернулись в Хогвартс на новый учебный год, причем буквально. Меня здесь заперли. Я каждый раз переживаю, когда узнаю, что у нас будет новый режиссер. Ты только сработался с одним, как появляется другой. И кто знает, что это за человек? Так, все слушаем меня. В нашей работе не будет никакого смысла, если каждый из вас не выложится по полной. Вы должны всеми своими эмоциями и языком тела вызвать у зрителя убеждение, что то, что вы сейчас видите, а ну тихо там, что это невероятно опасно. Вы больше не злитесь на Поттера за то, что он обманом попал на турнир, ведь теперь никто бы не хотел быть на его месте. Майк Ньюэлл вел себя с детьми, будто он сам был их профессором. И с одной стороны, он был очень требовательным к ним, а с другой, он хвалил ребят за их успехи и помогал им понять суть своих персонажей. Майк Ньюэлл, знаете, такой типичный британец. Его боялись. Как только он начинал говорить, все тут же затыкались. Ваши взгляды должны быть прикованы к Грюму, он вас пугает. Вы должны от него шарахаться, особенно когда он начнет на вас кричать. Вы знаете, он был довольно пугающим. Они не знают меня, не знают, чего я хочу. Если им сказать, сидите смирно и слушайте преподавателя, то они будут отыгрывать только это. Начали! Держись от меня подальше. С радостью. Когда ты им что-то говоришь, они в ответ: «Да, сэр, как скажете, сэр». Ну это же совсем не то.
Мне запомнились братья-близнецы, которые играли Фреда и Джорджа Уизли. Джейми — это тот, что слева? Отлично, Джейми, ты начинаешь первым. А это точно Джейми? Я до сих пор не понимаю, кто есть кто. Но они прекрасные ребята. Итак, все помнят реплики? И когда им не удалось обмануть Кубок Огня, я решил устроить между ними, вот эту вот потасовку. И в какой-то момент я решил, чтобы все вот эти толкания переросли в нечто более серьезное. Но они получились какими-то деревянными. Я говорю, ребят, вы же понимаете, что это шляпа. Стоп! Ну что это? Не-не-не. Он подходит, смотрит на меня и говорит, вам показать как надо? Так, кто будет драться со мной? И я такой, давайте я. Один из них вызвался, я не помню кто. Ах ты засранец! В общем, я набросился на него и повалил его на лопатки. Мы начали бороться, и я подумал, что ж, давайте поборемся. Остальные дети не могли поверить своим глазам. Режиссер фильма дерется с одним из подростков-актеров. А один из членов съемочной группы уронил какую-то твердую хреновину на пол, на которую я случайно повалил режиссера и тем самым сломал ему ребро. И после этого я еле смог подняться с пола, как какой-то старик, хотя почему как. А окружающие восприняли все происходящее как фарс. Хотя я задумывал это иначе, но тем не менее я перешагнул грань, которую не следовало пересекать. И я рад, что все вокруг отнеслись к этому нормально. Но несмотря на то, что он поступил безбашенно, это был интересный опыт. И это действительно нам помогло. Начали! Он сделал наших персонажей чуть более глубокими. Драка! 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 Фильм «Кубок Огня» позволяет нам выйти за пределы стен Хогвартса. Тут мы уже видим, что волшебный мир гораздо больше, чем мы себе его представляли. Встречайте гордых сыновей Дурмстранга! Почему у дурмстрангцев и шармбатонцев перформанс в большом зале намного лучше, чем у нас? Капец, я зол. Стас, ты же из Дурмстранга. Ты согласен, что ваше появление в большом зале было намного круче наших песнопений? Сразу с порога мы видим, насколько студенты из Дурмстранга и Шармбатона отличаются от наших британских учеников по менталитету. Они выглядят так экзотично, что ли. Они залетают в большой зал с двух ног, крутят свои сальтухи, стучат посохами. А у нас что? Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, сделай нас умнее. Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, сделай нас умней! Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, сделай нас умней! А визитерам сегодняшним мы все хотим сказать: чувствуйте себя как дома, помня то, что вы в гостях. Итак, у нас есть все 3 чемпиона. Я Клеманс Поэзи. Играю Флёр де ла Кур в Гарри Поттере. Она, знаете, такая клишированная француженка в понимании англичан. В смысле, она такая вся манерная, просто мисс самосовершенство. Виктор Крам – болгарский ловец. Его больше описывают как физически развитое существо, а не как человека разумного. Седрик же был довольно хорошо прописанным персонажем. Он весьма значительный персонаж книги. И начали! Он является достойным соперником. Причем он играет честно, придерживается правил. Чисто пример для подражания. Роберт, а кто эта девушка перед вами? Ты серьезно? Не знаешь моего имени? Скажи, Рон, да как тебе не стыдно? Как меня зовут? Да посмотри ты в сценарии уже. Он реально не знает. Как меня зовут, Роберт? Ты же та самая. Та самая? Это очень грубо. В ночь перед Рождеством мы с нашими гостями соберемся в большом зале, чтобы провести время, как подобает в культурном обществе. Гарри по уши влюбляется в Чжоу Чанг и приглашает ее на бал, но у нее уже есть кавалер. Мне очень понравилось играть отвергнутого Гарри. Он тут жалок, несмотря на то, что он знаменитость. Он тут такой неловкий, ведь он никогда не ходил на свидания и не знает, как вести себя с девушками.
На самом деле я хороший танцор, но поскольку Гарри в этом полный ноль, я тренировался, чтобы разучиться танцевать. В этой части Рон становится уже достаточно взрослым, чтобы начать интересоваться девушками. И мне было интересно это играть. Слушай, а попробуй не размахивать руками. Ты же светская леди в бальном платье и должна двигаться изящнее. Помни об этом. Пишем. Ой, я так нервничала, потому что для Гермионы это очень важный момент. Вот сейчас прекрасно. И на первом же дубле я упала с 3-й ступени. Раскорячилась прямо перед всей съемочной группой. Люди вокруг не узнают ее. Они шепчутся: это Гермиона Грейнджер? Это правда она? В этой сцене всплывают ее чувства к Рону, которые она раньше скрывала. Смысл этого турнира в налаживании международных дружественных... Опять все запорола. Для Рона это был ужасный вечер. У него на уме нечто большее, чем дружба. Ему казалось, что он самый большой неудачник на этом балу. Ты пригласишь меня на танец или нет? Нет. Аластер Грюм, бывший мракоборец, заноза в жопе Министерства магии и ваш новый учитель защиты от темных искусств. Грозный глаз очень своеобразный человек, а еще он похож на гангстера из вестерна, только с палочкой. Меня привлекла эта роль тем, что он напомнил мне моих школьных учителей. Вы должны знать, с чем сражаетесь. Вы должны быть готовы. В нем удивительно сочетаются строгость и забота. Брэндон Глисон столкнулся с интересной задачей — играть человека, который является не тем, кем его все привыкли считать. И он, проживая свою роль, уделяет большое внимание мельчайшим деталям, что делает его персонажа более живым. Он приучил себя испытывать отвращение. Еще говорят, я сумасшедший! Каждый раз, когда он отпивает противное зелье из своей фляжки, которое все считали выпивкой. Ну, знаете... Аж до нервных окончаний пробирает. Как это было? Каков он? Кто? Темный лорд. Мы не произносим его имя. Он тот, кого нельзя называть. Сам знаешь, кто. Он был бледен, словно труп. Глаза его были багровыми, с узкими кошачьими зрачками. Нас готовили к возвращению Волан-де-Морта на протяжении 4 книг. И, наконец, это произошло. Его нос был плоским, как у змеи, с прорезями вместо ноздрей. И когда я читал, как Волан-де-Морт повернул свое лицо к Гарри, я такой: «Воу-воу-воу, что делается?» Лорд Волан-де-Морт вернулся. Когда вы создаете такого серьезного персонажа, нужно держать в голове то, как сильно он влияет на весь волшебный мир. Сколько человек последовало за ним, и сколько человек в мире им было запугано. И раз уж он такой достойный соперник самому Дамблдору, то как его сможет остановить обычный школьник в лице Гарри Поттера? Был только один человек, который нас действительно заинтересовал. И это был Рэйф Файнс. Я понимал, что это очень успешная франшиза. Но меня это совсем не интересовало. И когда мне показали наброски внешности Волан-де-Морта, я был в таком восторге, что тут же решил воплотить этот образ в жизнь. Помню, было множество напряженных споров о его будущей внешности. К примеру, продюсер Дэвид Хейман настаивал на том, чтобы у Волан-де-Морта было крайне необычное лицо, максимально отдаленное от человеческого. Именно он был тем человеком, который предложил сделать Волан-де-Морта безносым. И на тот момент и я, и Рэйф Файнс были категорически против. А потом мы сделали несколько набросков, и Рэйф сказал: «А знаете, это не так уж и плохо». Приплюснутый нос делал мое лицо более змееподобным. И у меня возникло внутреннее ощущение, что это очень интересно, что это смелый и вполне себе пугающий образ. Мы скоро прибудем на кладбищенский павильон. Вы чуете? Чуете? Он не собирался быть незаметным пятном на экране. Вместо этого он влетел в кадр с 2 ног со всей своей свирепостью и злобой.
В его действиях было нечто дикое, первобытное. Он двигался по площадке очень изящно. Он словно танцевал на ней. Он будто балансировал между легкостью и импульсивностью. Он словно игрался с Поттером. И это выглядело очень красиво, несмотря на то, что он был похож на нечто среднее между рептилией и падшим ангелом. Судьба, Гарри. Вот что нас сблизило. 13 лет назад. Трудность играть Волан-де-Морта заключалась в том, что он буквально олицетворение зла. А как можно сыграть зло в чистом виде? Ведь за каждым из так называемых злодеев стоит живой человек со своим разумом и чувствами. И я начал создавать Волан-де-Морта, отталкиваясь от того, что ему отвратительна сама идея любви. Он чувствует, что его обманули, и он презирает эту идею всей душой, а точнее тем, что от нее осталось. Когда замечательная, милая Лили Поттер отдала жизнь за своего единственного сына, она обеспечила ему высшую защиту. И я не мог даже прикоснуться к тебе. Волан-де-Морту суждено было стать архетипичным плохим парнем, но Рейв наполнил его новыми гранями, сделал более ярким. Он был не просто зловещим манекеном. Внутри него происходило огромное количество разных процессов. Такое могут только гениальные актеры. Нельзя играть всю сцену на одной ноте, особенно в тот момент, когда герой испытывает смесь разных эмоций. И все эти нюансы нужно правильно передать. Наглая ложь породила твою легенду. Знаешь, где ты стоишь? Знаешь, на чем ты стоишь. И таким образом персонаж получается более ярким, более интересным и живет своей жизнью. Впрочем, неважно. Времена меняются. И теперь я могу тебя трогать. Майк Ньюэлл, так же как и я, был заинтересован в том, чтобы у Волан-де-Морта была некая внутренняя ярость, которая накапливалась все эти годы и теперь рвется на свободу, а также некое садистское наслаждение и упивание властью. Молодец, Гарри! Иногда так хотелось выйти за рамки персонажа и оторваться по полной, но не хотелось обманывать себя и зрителей, поэтому я выдерживал баланс. И тут Майк сказал мне: дай себе чуть больше свободы, я хочу увидеть его более сумасшедшим. Я решил, что буду избегать общения с Рейфом вплоть до наших съемок. Просто потому, что я еще недостаточно хороший актер. Я просто не могу мило беседовать с человеком, а потом по команде поверить, что он мой злейший враг. Сцена 73, дубль 2, камера Б. Может быть, лет через 10-20 я и научусь это делать, но пока что я так не могу. Возьми палочку, Поттер! Поэтому я сделал все возможное для того, чтобы на самом деле его бояться. Не смей поворачиваться ко мне спиной! Я хочу, чтобы ты смотрел на меня, когда я тебя убиваю! Я хочу видеть, как свет померкнет в твоих глазах! Я считаю, что это самая важная сцена во всех 4 фильмах. Было такое ощущение, что предыдущие 3 фильма и все, что мы сделали в 4-м, было лишь подготовкой к вот этому главному моменту – конфронтации с Волан-де-Мортом. Авада! Не только многие представители волшебного мира этого боялись, что этот момент когда-нибудь настанет, но и многие зрители фильма. Отпускай! Думаю, все мы чувствовали большую ответственность. Актио! Нет! Снято! Так, ребята, давайте еще дубль. Отлично, прекрасно. Еще один дубль! Нужно больше ракурсов. По сути, 4-й фильм был о подростковой любви и о том, каково это открывать для себя противоположный пол. Одним из эмоциональных подтекстов этого фильма была мысль о том, что подросткам быть довольно непросто, и они, столкнувшись с актуальными проблемами, имеют право быть сложными натурами. Дети растут, и фильмы становятся взрослее. И мы решили, что Дэвид сможет это отлично передать. Да, я попробую еще один дубль, где я подхожу к нему, он поворачивается с легким удивлением на лице, и Если хочешь, давай сделаем. я ему врежу. Да, давай так сейчас и попробуем.
Дэвид Йейтс всегда хочет, чтобы на площадке создавалась атмосфера, что, очевидно, очень важно. Это помогает тем, кто находится в кадре. А когда мы находимся за кадром, мы не просто сидим сложа руки и повторяем свои реплики. Мы репетируем свои сцены с полным погружением. Ребят, в этой сцене нужно выразить гораздо больше эмоций. Пока что у меня нет ощущения, что ваши герои наслаждаются этим моментом. И он уже вполне может на нас положиться. Ребят, нужен восторг. Да, вот так. И начали. Пошли. Он больше всего сосредоточен на подтекстах. Ему важно, о чем на самом деле думает персонаж, а не что он говорит. Ребят, помните, да, между вами образовалась прочная связь. Вы провели большое количество ночей вместе. В смысле... В смысле ночных дежурств? Ой, боже, что я только что сказал. Больше всего я люблю работать с людьми, которые не просто изображают персонажа, а пропускают его через себя. Прорабатывают подтексты. Это мой любимый момент в режиссуре. Я обожаю исследовать персонажей вместе с актерами, которые их воплощают. Меня нужно постоянно держать в тонусе, иначе я попросту могу стать самодовольным. Бывает такое, что некоторые сцены даются легко, и ты начинаешь думать: ну все, я познал актерское мастерство. Но это чувство быстро проходит во время съемок главных сцен. Например, сцена со снегом. Похоже, существует связь между разумом Темного Лорда и вашим собственным. Здесь Гарри обучался искусству окклюменции, и это очень интересный опыт для Дэна, как для актера. То есть, если он узнает об этом, то... сможет читать мои мысли? Читать, контролировать, путать. На самом деле, эта сцена требовала большого актерского мастерства, и где-то на 7-м дубле я сказал: мы будем переписывать до тех пор, пока не получится. И начали. Похоже, существует связь между разумом Темного Лорда. Так, давайте еще раз. И мы делаем 8-й дубль, 9-й, 12-й. И начали! И я вижу в его глазах решимость. Я вижу, что на этот раз он готов. Что именно сейчас он понял, что чувствует его персонаж. Эту сцену мы снимали около 3 дней. Сосредоточьтесь, Поттер, соберитесь! Меня никогда еще так сильно не гоняли, как в этом фильме. Я порой чувствовал себя новичком. Дэвид Йейтс великолепен, он помогал мне найти новые уровни персонажа. Я радуюсь каждый раз, когда возвращаюсь к съемкам. И мало того, что я вернулась в 5-й раз, так еще Дэвид меня очень многому научил. Итак, начинаем снимать. Всем убрать камеры. Мне очень нравится исследовать своего персонажа. И я знаю о Гермионе все, каждую деталь. Да, в принципе, о вселенной Гарри Поттера я знаю все. Вы можете спросить меня о чем угодно, я дам вам ответ. Лучше меня Гарри Поттера знает только Ивана Линч, и то не намного. Здравствуй, Гарри Поттер. Я была фанатом Гарри Поттера много лет и мечтала сниматься в фильмах. И когда в 5-й книге появилась Полумна, я поняла, что именно я должна сыграть ее. Как тебя зовут, деточка? Ивана Линч. Мы объявили кастинг на роль Полумны. Пришло 15 тысяч человек. Вообще мы рассчитывали лишь на пару тысяч, но что-то пошло не так. Очередь тянулась кварталами, это была гигантская змейка. От этой картины мне стало не по себе. Столько детей со всей Великобритании приехали, чтобы попробовать себя в роли Полумны. Я особо не нервничала, потому что я хорошо знаю Полумну. Кто-то же должен получить эту роль. Пусть это буду я. Это был только первый кастинг, и до окончательного решения было далеко. Но когда она вошла, мы сразу поняли, что она особенная. К сожалению, вся моя обувь таинственным образом исчезла. Лично я думаю, что за этим стоят нарглы. И я решила показать свое представление о Полумне, как я ее вижу, как я ее чувствую. На первом кастинге она сказала: если вы не возьмете меня на эту роль, я приму это. Но вы совершите большую ошибку, потому что я и есть Полумна. Я веду себя так, как вела бы себя Полумна. И если вам что-то не нравится, это не моя вина. Это у вас неправильное представление о Полумне. Понятно. А потом меня пригласили на кинопробу, причем сразу с Дэниелом Рэдклиффом, и я такая: что? Как? И я думала, что до этого будет еще куча прослушиваний. А Мелла? Что в ней очаровательно, так это то, что она фанатка Гарри Поттера. И когда мы выходим на площадку, она становится Полумной, потому что она одержима ею. Думаю, я более решительная, чем она. Полумна не стала бы стоять в очереди десятки часов, а решительность — это больше гриффиндорская черта. В этом и была разница между ней и остальными девушками на кастинге. Они могли лишь изображать Полумну. А Иванна была Полумной.
Это семейное древо Блэков. Я ненавидел многих из них. А это моя безумная кузина. В семействе Блэков есть множество ужасных личностей. К примеру, моя двоюродная сестра. Белатриса Лестрэндж. Моя кузина, знаете, она поехавшая. У нее очевидно расстройство личности. Гарри Поттер! Когда Хелена предстала перед нами в гриме, мы буквально начали шарахаться от нее. Она всем своим видом показывала, что никому не стоит стоять у нее на пути. Раз, два, три, четыре. Она вытворяла просто сумасшедшие вещи. Что-то из этого попало в фильм, а что-то нет. Быть или не быть? Это как на театральных курсах. Я буквально выжимала все возможное из каждой своей секунды на экране. У меня было всего 4 реплики, и я хотела добавить своих. Если я начну что-то говорить, позволь мне поимпровизировать. Нет уж, я тебя перебью. Как же я кайфовала, создавая ее внешний вид. Первоначально мне сказали: вот тебе черный мешок, надевай. Я говорю: сама надевай черный мешок. Я не хочу выглядеть как карга. Белатриса должна быть сексуальнее. Но так как она просидела в тюрьме 14 лет, в ее образе должна присутствовать некая ветхость. То есть когда-то она была очень стильной и красивой, но теперь она заметно подострепалась. Нельзя просто так дать Хелене наряд и сказать «надевай». Она должна сама принять участие в его создании. Потому что наряд должен передавать ее характер. А она лучше знает своего персонажа. Костюмы действительно очень важны. Иногда мне сложно попасть в образ, а в костюме это сделать куда проще. Первым делом я начала прорабатывать походку, ведь Тонкс неуклюжая, она должна ходить в раскорячку, спотыкаться. Также ее беспокоит, что она самая младшая в Ордене Феникса, поэтому она хочет казаться круче. И первым делом мы решили сделать ей ботинки на высокой платформе. Мол, так она хотела казаться более брутальной, но это как раз и придавало ей неуклюжести. Также я хочу представить вам нашего нового преподавателя по защите от темных искусств, профессора Долорес Амбридж. В книгах она описана как неприятная женщина, похожая на жабу. И когда мне говорят: ты была прекрасна в этой роли, я такая: ну, спасибо. Амбридж довольно строгий человек, страдающий чрезмерной педантичностью и перфекционизмом. И в ее образе есть что-то комичное. Это такой маленький, пушистенький розовый человечек, но при этом еще и говнистый. За Эмельдой было интересно наблюдать. И тут я ему: молодой человек. Многие актеры принимают все необходимые решения во время репетиций, а на съемках выдают порции похожих дублей, в то время как каждый дубль Эмельды отличался от предыдущего. В Хогвартсе дела обстоят хуже, чем я опасалась. Ситуация в Хогвартсе намного хуже, чем я опасалась. Дела в Хогвартсе обстоят гораздо хуже, чем я предполагала. Она всегда очень дотошно пыталась попасть в нужную эмоцию. Вы что-то хотели сказать? О, я бы много чего хотела вам сказать. Каждый год на эту должность приходит новый преподаватель и заменяет предыдущего. Бла-бла-бла, предательство. Ох. Это проклятое место. Вот как я должна реагировать? О, предательство. Да. Минерва МакГонагал и Долорес Амбридж — два очень разных персонажа, можно даже сказать, они противоположные. Но обе они не такие, какими кажутся на первый взгляд. И это очень важный элемент книг Джоанны. На третьем фильме я подумал, что ж, это действительно то, с чем я хотел бы связать свою жизнь. Я хочу быть актером. А в пятом фильме у меня была мощная сцена, где мы разговариваем с Сириусом возле гобелена с его семейным древом. Тогда Гарри задается вопросом, не превращается ли он в плохого человека, а Сириус отвечает: «Ты не плохой человек, Гарри. Ты очень хороший человек, с которым случилось много плохого». И вот эта реплика расставляет все на свои места. Гарри чувствует, что он виноват в нападении на Артура Уизли. А что, если я становлюсь похожим на Волан-де-Морта? А Сириус ему отвечает, что у каждого человека есть выбор, и что именно наш выбор определяет, кто мы есть. Жаль, мне не часто выпадает сниматься в таких мощных сценах.
Когда мне впервые показали эту сцену, я подумал, что ж, вот это уже похоже на настоящую актерскую игру. И во многом это получилось благодаря тому, что я играл эту сцену вместе с Гэри Олдманом. Он гений. И начали. Дэн обожает Гэри. Он уважает как его заслуги, так и его самого. Давай с этого момента я такой, ну, что за жизнь без капли риска? И мне так нравилось наблюдать, как он отводит Дэна в сторону, чтобы поговорить по душам. А сколько фильмов у вас было? 40 с чем-то. Ого, а может и 50. Как долго вы снимаетесь? 23 года. И у вас около 50 фильмов? Ну, около того. При этом вы еще играете в театре. Да, причем я люблю чередовать кино, сцену, кино, сцену, кино, сцену. Он меня многому научил и вывел на новый уровень актерского мастерства. Отличная работа, Гарри. И я заметил, что у меня лучше получается играть свою роль, просто потому что он рядом. Я тут еще книжный червь, поэтому каждую книгу о Поттере я прочитала по 3-4 раза. Я обычно перечитываю их перед стартом съемок. Ну, не всегда, правда. Я вот только недавно дочитал последнюю. Дочитал, я читал. Мне очень понравилось. Давай честно. Дочитал. Я к тому, что к 7-й долго не мог притронуться. Я, наверное, позже всех ее прочитал. В мире. В мире. Во вселенной. В общем, мне понравилась последняя книга. Какой же ты? Не слушайте его. Да ладно. На самом деле я правда верю тебе. Несмотря на то, что в 6-й части есть много мрачных моментов, она получилась довольно-таки веселой. Здравствуйте, сэр. Что привело вас сюда? О, у меня с 3 метлами настолько близкая связь, что даже стыдно признаться. И я еще застал времена, когда она была одной метлой. Я уже работал с Джимом Бродбентом. Я был в курсе о его способностях быть и комичным, и пафосным, что, собственно, и присуще Горацию Слизнарту. У нас было несколько обсуждений его слабых и сильных сторон. В жуткие времена живем, кошмар! Слизнард олицетворяет собой основные человеческие инстинкты. Кто скажет, что же за зелье это может быть? Да, мисс? Грейнджер, сэр. С точки зрения Гермионы, 6-й фильм больше похож на романтическую комедию. Тут больше упор идет на любовные интриги. Это амортенция, самое мощное приворотное зелье. Мой бомбончик! Я думаю, лаванда нужна для того, чтобы разгрузить мрачную обстановку и добавить в фильм немного юмора. А вот здесь у меня проходила кинопроба. На прослушивании мы дали ей Руперта и сказали: «Вот тебе, Руперт, сделай с ним что-нибудь по-лавандовски». Через 2 минуты во мне уснула скромная девочка и таки проснулась настоящая тигрица. Я твой суженый. Ты мой бонбон. Руперт сидел здесь, а рядом с ним была большая тарелка печенья. И я начала неоднозначно тянуться к печенькам через него. Будешь? Нет, кушай, кушай. Руперт так смущался, что она с ним только не делала. И ложилась на него, и набрасывалась с объятиями. В общем, делала все эти лаванда-брауновские сюси-пусечки из книги. Но целоваться мы с ней начали только на съемках. Как же я стеснялась это делать. Уизли! 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 Рон использует ее, чтобы вызвать у Гермионы ревность. И в конце концов, черты характера Лаванды заставляют Рона осознать, как именно он ценит Гермиону и что на самом деле он к ней испытывает. Эти девчонки меня когда-нибудь убьют. Люди недооценивают Руперта как актера, потому что у его персонажа довольно приземленный и комичный образ. Мое солнышко. Выпьешь со мной? Я наблюдал за поведением фокус-группы, которая видела фильм впервые, и заметил, что они прекрасно чувствуют связь с Роном. Руперт сделал так, что зрители чувствовали Рона своим другом, с которым им очень комфортно. Помимо этого, я заметил, что он может играть действительно серьезные, взрослые вещи. И этот потенциал он прекрасно смог раскрыть в последних 2 частях.
Вы смотрите, и у вас нет сомнений, что он делает это мощно. Задача актера заключается в том, чтобы на экране предстать другим человеком. И мне безумно это нравится. С другой стороны, играть одного и того же персонажа много лет довольно утомительно. Но лично мне очень повезло с Невиллом, так как он значительно меняется с годами. И по сути, в каждом новом фильме я играю нового человека. Экспеллиармус! Только взгляните на него. У него уже нет такой застенчивости, как раньше. Он изучает боевую магию, он может постоять за себя и за своих друзей. И каждый год на его характер накладываются все новые и новые слои. И это даже сложнее, чем играть совершенно другого персонажа. Минуточку внимания. Пожалуйста. Тише, пожалуйста. А ну заткнулись! Спасибо. Чтобы передать развитие персонажа от фильма к фильму, нужно постоянно работать над собой, шаг за шагом трансформируя его характер. В противном случае вы будете играть очень плоского персонажа. В первых фильмах Джинни была очень застенчивая, как в присутствии Гарри, так и в присутствии других людей. Но по мере того, как ее персонаж взрослеет, она понимает, что за этим образом избранного мальчика скрывается обычный живой человек. Думаю, именно поэтому они вместе. И снято! Бонни, это было шикарно. Проверьте пленку. Очень важно в каждом персонаже показать его истинную суть, которая как раз и объясняет нам, почему он выбрал ту или иную сторону. Камера пошла. Нарцисса, не делай этого, ему нельзя доверять. Темный лорд ему доверяет. Темный лорд ошибается. Аввада кедавра. У Снега есть тайна, которую он хранит всю свою жизнь под строжайшим секретом. И если посмотреть сцену, где Снег впервые видит Гарри, то можно заметить, что в его взгляде скрыто нечто большее, чем простое любопытство. Гарри, что случилось? Ничего. Все в порядке. Не думаю, что кто-то, кроме Джоан Роулинг, знал, чего от него ожидать. Сначала он предстает в одном образе, а потом постоянно выдергивает ковер из-под ваших ног. Сектум семпра! Дело в том, что у Алана Рикмана перед съемками первого фильма был отдельный разговор с Джоан Роулинг. И он знал то, чего не знал никто из нас. Возможно, он даже знал сюжетные повороты 7-й части. И вот то, что она ему тогда сказала, он и вложил в тот первый взгляд на Гарри. Ты смеешь использовать против меня мои же заклинания, Поттер? Да. Это я, принц-полукровка. Я обожаю драматические паузы, которые Алан Рикман вставляет между своими словами. Ты прям чувствуешь, как все в кинотеатре завороженно ждут того, что он скажет дальше. Темного лорда не переубедить. Но, возможно, я смогу помочь, Драко. «Это правда?» – спросил он. «По всему поезду говорят, что в этом купе едет сам Гарри Поттер. Значит, это ты?» «Да», – кивнул Гарри. Он посмотрел на других мальчиков, они были довольно крепкими и неприятными на вид. Они были больше похожи на его телохранителей. «О, это Крэб и Гойл», – небрежно сказал бледный мальчик, заметив, что Гарри смотрит на них. «А я Малфой. Драко Малфой». Изначально он был скользким, говнистым мерзавцем, но со временем он взрослеет, его персонаж меняется, обретает новые грани, и к 6-му фильму он превращается из обычного плоского антагониста Гарри Поттера во вполне себе самостоятельного и яркого персонажа. Приятной поездки в Лондон. Я думаю, Тома это сильно расстроило. Убери от меня руки, грязный сквиб! Потому что в 3-м, 4-м и 5-м фильмах он мог показать гораздо больше. Мне не нужна ваша помощь. Разве не понятно, что я должен это сделать? Должен. Когда я прочитала сценарий, я была рада, что у него такая большая роль. И начали! В этой части он будто новый персонаж. Потому что здесь Малфой становится более сложным и противоречивым. Вы видите, как он мечется между самим собой и задачей, которую дал ему Волан-де-Морт. Драко боится, что кто-то увидит его таким слабым. Тебе нужно продумать, какие эмоции ты должен при этом испытывать. Хорошо, ладно, я тогда буду пробовать разные эмоции, а вы потом маякнете, если что, ладно?
Мы с Дэвидом очень много обсуждали, что чувствует Драко Малфой в той или иной ситуации. И такой подход открывает больше возможностей для актерской игры. Северус. Прошу. Я думаю, что смерть Дамблдора закалила Гарри. И только теперь он по-настоящему сфокусировался на предстоящей задаче. Ведь если раньше он всегда лишь исполнял приказы, то теперь он сам должен решать, что ему делать дальше. А что, если ты прижмешься к плечу Бонни? Так, покажи, как это смотрится. Ага, вот так. Бонни, а ты можешь приобнять Дэна? Потому что это именно то, в чем он сейчас нуждается. Да, неплохо. Так, я думаю, это идеальная мизансцена. Я тоже. Думаешь, сработает? Да. Следующая группа, подходим, скорее все сюда! Это был очень важный момент для всех тех, кто читал книги. Спасибо. Внимание, готовимся к новому дублю. Только представьте, самый великий волшебник современности лежит мертвый на лужайке. Так, успокоились там. И это было очень тяжело. Для всех нас. Это очень важный момент в истории о Гарри Поттере. Так что мы должны создать соответствующую атмосферу. Напряжение должно быть такое, чтобы его можно было резать ножом. И пока я не вижу всего этого. Это душераздирающий момент, и каждый из вас должен выложиться на полную, чтобы получилась шедевральная сцена. Так что начинайте настраиваться прямо сейчас и покажите мне живые эмоции. В противном случае мы просто теряем время. Всем ясно? Так, народ, все занимаем свои места. После нескольких дублей вся эта толпа смогла настроиться на необходимые эмоции. Это было мощно. Иногда было слышно, как кто-то тяжело дышит или даже всхлипывает, и все работали как один механизм. Как-то раз нам очень тяжело давалась одна сцена, и Дэн сказал мне, одна из причин, по которой у меня ничего не выходит, заключается в том, что мой жизненный опыт сильно ограничен. И по мере того, как Дэн становился старше, он начал сталкиваться с более взрослыми проблемами. И с тем, насколько сложным может быть этот мир, особенно когда ты подросток. Так он смог провести параллель между своим взрослением и готовностью Гарри сражаться с темными силами и Волан-де-Мортом. Знаете, я думаю, Дэн очень хороший актер, который сочетает в себе множество прекрасных качеств. Просто невероятно, как он или Эмма или Руперт так блестяще справляются со своей работой. Я никогда не чувствовал огромного давления до этого момента. Причем это давление исходит не от других людей, а от меня самого. Я хочу быть уверен, что делаю все возможное, что от меня зависит. Иногда я начинаю сомневаться в самом себе, все ли я делаю правильно и работают ли мои идеи на пользу фильма, особенно когда я столько лет играл одного персонажа. Но я победил все эти сомнения и продолжил выкладываться на полную, а также я полностью доверился режиссеру, который сдает мне правильное направление. Вначале я была уверена, что прекрасно знаю Гермиону. Гриффиндор! В самом начале моя героиня была маленькой зазнайкой, и это слишком карикатурный образ. Теперь я чувствую, что играю более настоящего и более сложного персонажа. Она стала гораздо более интересной. На данный момент снято уже 7 фильмов. И у нас был самый невероятный актерский состав. Нам очень повезло, что именно эти люди оказались в нашей команде. Кто ваш любимый персонаж? Гарри! Каждый! Да, каждый! Я рад, что нам достались именно эти актеры, с которыми хочется снимать фильм. И так как все хотят сниматься в Гарри Поттере, я могу получить любого актера за 5 минут, так что работать режиссером Гарри Поттера была большая привилегия. Трудно поверить, что мы когда-то покинем Хогвартс. Мне тоже. Подумать только. Трудно сказать, в чем именно секрет популярности этих фильмов. Но наблюдая за Гарри, Роном и Гермионой, зрители проходят с ними через крепкую дружбу, через предательство и доверие, через страх и мужество, и познают настоящую любовь.
И зрители проецируют отношения между этими тремя героями на собственную жизнь. Причем отношения между Рупертом, Дэном и Эммой точно такие же, как и у персонажей, которых они сыграли. Мы через многое прошли вместе, получили невероятный опыт, и у нас образовалась очень крепкая связь. Я с гордостью наблюдал за ними и был рад видеть, как они становятся замечательными актерами. Многие зрители росли вместе с ними, и это неповторимый опыт. Эти герои росли, развивались и менялись прямо на ваших глазах. И это поистине волшебная история. И других таких историй не существует. А если вы не хотите расставаться с Хогвартсом, то переходите по ссылке в описании на FunPay, где вы сможете купить игру Hogwarts Legacy по максимально низкой цене. В этом фильме Гермиона творит настоящий рок-н-ролл и рушит все стереотипы. Что со мной? Я на каких-то препаратах. Это он, директор! То, о таком все говорят! Он где-то здесь, в замке! Сириус Блэк! Да ёб твою! Блин, я не думал, что ты будешь сразу писать, извини. Давай, мочи. Сириус Блэк! Сириус Блэк! Господи, я... Какой пиздец. Надо будет заглушить как-то по-другому сделать? Ну давай, я тогда ее потише сделаю в этот момент. Сириус Блэк! Не ниже. Да нормально. Кошмар, бедный... Слушай. He who betrayed his friends, whose heart rots with murder, shall break free. Она своим говорит, а у нас эффект положили. Да, у нас, короче... Ну, у них, может, тоже положили, конечно, на актрису. Нет, но не она положили. Я потом слушал, короче, она своим голосом говорила, может, чуть-чуть его обработали. У нас подняли тональность, понизили тональность и сделали один голос. Получился такой вот Напомню, как у нас... мультяшный. Сегодня тот, кто предал своих друзей, чье сердце гниет. Господи, какой кошмар. Созерцание будущего в хрустальном шаре требует раскрытия внутреннего ока. Супер, да, потусторонний голос. Вы такая юная леди. Леди. Гарри Поттер. У нее очевидно расстройство личности. Класс. Первоначально мне сказали, вот тебе черный мешок, надевай. Я говорю, сама надевай черный мешок. Я не хочу выглядеть как карга. Белатриса должна быть сексуальнее. Идеально, вообще, вот улет, я тебе говорю, вообще легендарная реплика. Ну, ее не будет больше? Да. Вот сейчас мы допишем блок и все. Блэк. Блэк. Правильно говорить. Вот так. Всем привет, ребят, с вами Дима и Настя. Привет. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал, потому что таких эксклюзивных и больших проектов у нас запланировано еще целое множество. А также обязательно посмотрите предыдущие части, если вы их еще не видели. Также еще хочу обратить ваше внимание на то, что у Насти есть свой канал. В описании под видео есть ссылка. Там я делаю для Димы свидания, в том числе по теме Гарри Поттера. Это как Белатриса сказала. Кстати, насчет Белатрисы, как раз таки в одном из видео мы проводим съемки в одном из заведений по теме Гарри Поттера, и Настя в этом видео как раз таки в образе Белатрисы взяла меня в заложники. А в еще одном видео мы празднуем Новый год в поселке, похожем на Хогсмит. Также огромное спасибо нашим друзьям, которые участвовали в озвучке. Дане Фальшивому Пушкину и Никтону. Ссылки на них будут в описании и закрепленном комментарии. И огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал как на Бусти, так и своими донатами на стримах. Как раз благодаря этому мы и смогли перейти на новый уровень и начать заниматься серьезными профессиональными озвучками. У нас появилась большая команда. Вон Никтон, например, в Москве находится, Даня Фальшивый Пушкин вообще во Франции, мы в Краснодаре. И я очень рад, что мы занимаемся таким полезным и интересным делом, потому что никто еще до нас эти фильмы не переводил. И все это благодаря ребятам, которые поддерживают канал. Отдельное спасибо Юрий Nice Review. Так что если вы тоже хотите внести свою лепту, то подписывайтесь на наш Бусти по ссылке в описании. Там очень много эксклюзивного контента, в том числе и другие наши полнометражные проекты. Как мы одновременно с тобой. Кстати, скоро совсем 7 февраля, если вы смотрите это до февраля. И наконец-таки... Ощущение, что мы на них нападем.
И наконец-таки в этот день выйдет долгожданная Хогвартс Легаси, и мы будем ее первое время стримить каждый день, вот просто каждый. Так что обязательно, если ждете, подписывайтесь тоже на канал и проводите эти счастливые часы вместе с нами на наших ламповых стримах. На этом моменте мы с вами прощаемся. Авада Кедавра. Нет. И по традиции шалость удалась.